Это следы от паутины. И они тут везде. Я тут стою босиком, и мне пипец как стрёмно. Сколько тут пауков, если тут столько паутины? Это жесть. Начать эту серию я хочу с теплых слов у хозяйки отеля на Нуса Пениди. Ее зовут Путу, и она замечательный человек с шикарным чувством юмора и запредельной порядочностью. Я расскажу вам одну короткую историю о ней, и вы сразу поймете, о чем я говорю. После Killing King у нас почти не осталось чистых вещей, и нам срочно нужно было постирать все наши вещи. Поскольку на Нуса Пениди очень слабо развита инфраструктура в принципе для туристов, мы вряд ли смогли бы сами найти прачечную, поэтому мы обратились к ней за помощью, и она сказала, что мы можем вообще не переживать, все будет сделано. На следующий день, когда нам нужно было уезжать, Путу привезла нам 2 пакета вещей, но оказалось, что один из этих пакетов чужой, то есть вещи были не наши. Вы бы видели ее глаза, когда мы ей об этом сказали. Она дико извинялась и попросила меня поехать с ней на мопеде в прачечную, чтобы я точно нашел свой пакет. Оказалось, что от нашего отеля до прачечной на мопеде ехать 20-25 минут в одну сторону, и при этом Путу принесла нам только счет за прачечную, а за бензин вообще ничего не сказала. То есть она без какой-либо выгоды для себя потратила свое время и свой бензин для того, чтобы нам помочь. Конечно же, я потом компенсировал все ее затраты на бензин хорошими чаевыми. Самое забавное то, что она не хотела очень долго их брать. Здорово, что в мире есть такие прекрасные люди, они оставляют не менее приятные ощущения от страны, чем какие-то красивые места. Мы, кстати, до сих пор поддерживаем связь на Facebook. Насколько я знаю, они достроили уже 3-й домик в своем отеле. Отель называется Ананта Бунгало. Ссылку на отель я оставлю под этим видео в описании. Отправляемся с Нуса Пениди на Нуса Лимбанган. Такая вот маленькая лодочка, 50 тысяч рупий с человека. 100 гривен с человека, итого 200 за двоих. Технически мы будем жить на Нуса Ченинган. Между 2 маленькими островочками мостик. Нас перевезут на мопедах на Ченинган. Но приплыть можно только на Лимбанган. Вообще мы хотели стартовать с Кристал Бэя, но из-за того, что сегодня сильные волны на Кристал Бэй, мы не могли бы стартануть оттуда. Действительно, на Нуса Лимбанган с Нуса Пениди можно отправиться прямо с пляжа Кристал Бэй, причем плыть вы будете на Traditional Boat. Примерно вот так она выглядит. Обойдется это вам в 400 тысяч рупий на двоих. Это на 300 тысяч дешевле, чем обычная лодка с основного причала на острове. Но поскольку такси от отеля до причала обойдется примерно в 200-250 тысяч рупий, то сэкономите вы не очень много. И я считаю, что лучше доплатить лишние 50-100 тысяч рупий, но иметь лишние 2 часа на отдых. Поверьте, ребята, 2 часа в Юго-Восточной Азии это очень много, учитывая, как рано там садится солнце. Ребят, очень широкие волны, очень массивные. Мост через Лимбанган и Ченинган. По этому мосту могут только мопеды передвигаться, и, собственно говоря, нас через этот мост перевезут. Мы высадились с Лимбангана и сразу же позвонили в наш отель. Они обещали нам бесплатный трансфер, потому что идти от причала до отеля пешком 30 минут, а у нас было 2 чемодана и куча сумок. Но все пошло не по плану. Опять wait here? Нас не забирают уже час, мы час тратим на то, чтобы просто ждать трансфер с отеля, и это жестко, потому что у нас всего здесь 1 день. И этого времени очень мало, с учетом того, что темнеет уже в 6. В общем, прошли мы пешком минут 10, и за это время раза 3 нас спрашивали местные жители, куда мы направляемся, в какой отель нам нужно. И вот тут мы были приятно удивлены. На Нуса Пениди все пытаются сбить вас побольше денег. Тут же местные жители спрашивали, какой нам нужен отель, только лишь для того, чтобы позвонить в этот отель, либо поехать туда на мопеде и предупредить, что, ребят, гости к вам уже идут пешком, непорядок. То есть никто не предлагал подвезти нас в отель за деньги, потому что все знали, что отель предоставляет бесплатный трансфер. На видео вы, кстати, только что могли видеть одного из этих местных жителей, который на мопеде отправился в отель. Чувак в желтой футболке. В итоге еще через 10 минут нас наконец-то забрал сотрудник этого отеля, причем трансфер осуществляется на электрокаре, примерно на таких же машинках, которые ездят по полям для гольфа. И наконец-таки мы добрались. В общем, мы приехали уже наконец-то в наш отель Villa Trevally.
на Нуса-Пениди. Сейчас сидим вот на берегу прямо у моря, у бассейна, и смотрим на пляж Кристал Бэй, на котором мы буквально сегодня были. Ирония в том, что напрямую они не могут с того пляжа сюда, прям к отелю, нас подвезти, потому что тут рифы и очень сильные волны. Поэтому приходится ехать в объезд большой. Тут в отеле какой-то дорогой, неадекватный ресторан, а мы хотим морепродуктов и много, поэтому идем искать местную кафешку. Потом мы будем прыгать со скалы. Мне будет страшно, я буду плакать, но буду прыгать. Цены в ресторане действительно неадекватные, и там очень невкусно, поэтому, ребят, вообще не советую, ищите другие рестораны. А вот скала — это интересная локация, поэтому смотрите дальше. Мы выбираем фенечки. Видите, маленькие детки их везут здесь сами, продают, и каждый предлагает на своем. Так, мы, сейчас, секундочку, мы берем вот это, хорошо? Что возьмем, она неугомонная. Она прям вот, знаешь, она как самолишённая разговаривает, это не очень приятно. Все, возьмите, пожалуйста. Thank you. No. Она сделала вид, что обиделась, да? Да. Подождите, я хочу выбрать зайчика маленький. Все, патент, да? Ага, thank you. Thank you. Все, that's it. Thank you very much. Терima kasih. Ой, не расстраивайся, это твои, иди сюда. Я не хочу, чтобы она... Ой, смотри, она ее за волосы так аж тянула. О, я не люблю, когда дети расстраиваются. Давай, купишь это мне. Мы сейчас это возьмем у тебя тоже, хорошо? Тен? Окей. Все. А теперь точно Я. все. Держи. Суксама. Thank you. У нас в отеле, к сожалению, людей много. Вот мы, честно говоря, этому мужичку завидуем. Но зато мы прямо у моря. После обеда мы отправились искать локацию, которая называется Blue Lagoon, откуда прыгают со скалы в море. Но до этого мы нашли, я считаю, более прикольное место, которое на карте никак не обозначено. Я бы назвал это место Паучье гнездо. А чё, вдруг приживется название? Spider Nest, в общем. Димка, видишь эти белые пятна? Это следы от паутины. И они тут везде. Я тут стою босиком, и мне пипец как стрёмно. Я так понимаю, что они только ночью выходят. Ну ты прикинь просто, сколько тут пауков, если тут столько паутины. Это жесть, чувак. сюда приходили. Тут просто огромная территория, открытая абсолютно, где скалы поломанные просто уходят сразу обрывом в океан. И стены бьются волны с такой силой, что они взрываются просто таким огромным облаком белым.
чувство какой-то силы, прилива энергии сумасшедший просто. Тут никого нету. Это место абсолютно не популярно. Насколько я понимаю, пришло человека 3. Просто сделать пару фотографий. А мы торчим уже час, ждем эту огромную волну, которая поднимется наверх брызгами. Это очень круто. Походу был Джонсон Пойнт, а стало, не знаю, может раньше здесь было спокойнее, или в принципе здесь бывает спокойнее, и волны не настолько сильные, но сейчас прыгать здесь это тупо самоубийство стопроцентное. Ну и еще вот это вот меня смущает, то есть раньше тут была кафешка, там стоят столики, а сейчас тут такое заброшенное место. Нет лестницы? Ну, может, была? Нет, там нет никакой лестницы. Вообще ничего. Мы перешли на Blue Lagoon, и Тёмычу настолько интересно, как люди поднимались обратно, что он готов сам прыгнуть и найти эту сраную лестницу. Если бы я знал, что лестница есть, то я бы прыгнул, потому что мне кажется, что тут теоретически можно успеть за нее зацепиться. Да вряд ли. И спастись. Если бы было поспокойнее в плане волн, прыгнуть было бы реально. Мы не видим, как подняться обратно. То есть тут нет ни лестницы, ни ступенек, ни ничего. И прыгнуть в последний раз это плохая идея. На сегодня тут в принципе нереальные волны, я их показываю, вот они, которые моментально прибьют тебя нафиг к скале, и ты умрешь. Мы не прыгнули. И не прыгнем. И не прыгнем, это обидно, ребят. Случился какой-то инцидент, что скорее всего. Видимо, люди решили не рисковать больше и обрубить нафиг лестницу, закрыть кафешку. И все. Теперь тут не прыгают. Но зато до сих пор красиво. Welcome to jumping area. Но это уже не jumping area. Вот они были такие столики раньше. Людей нет тут. Приходят одинокие парочки. Парни с девушками и Парни с парнями. парни с парнями. Посмотреть на волны-то сюда. Нету кафешечки, не прыгает никтошеньки здесь. Кварт on duty, это что значит? Типа нет спасателя на месте. Тут, блядь, никого нет. Лестницы нет даже. То есть шансов у вас нету. Поэтому, ребята, включайте мозг и не прыгайте. Потому что вы умрете. На самом деле на Blue Lagoon до сих пор прыгают в море, но для того, чтобы это сделать, вам нужно найти каких-то местных жителей, которые организуют вам веревку или лестницу. Об этом месте я узнал из видео Александра Тихомирова. В свое время он делал очень крутые видосы с путешествий. Просто зацените его кадры прыжков с этой локации. Я считаю, это очень круто. Это красиво. Реально красиво. Это наш мыс, который мы нашли. По сути, он без названия, мы его как-нибудь назовем. Я думаю, что у него название есть, просто мы его не знаем. Нет, на карте не написано ничего. Он находится с другой стороны Blue Lagoon. Ориентир Zipline. Ну а дорога примерно такая всегда, так что вы не шугайтесь. В красоте надо проходить через некрасивые дорожки. Мопеды в Индонезии вообще must-have. На Шри-Ланке я тоже поняла, что на них было бы очень удобно. Если вы умеете ездить на мопеде, вы приезжаете, оставляете вещи в гостинице и просто колесите по всему острову, вас ничего не связывает, ничего не сдержит. Это мы лузеры сейчас, потому что не всегда так просто найти мопед с драйвером, и это дороже стоит аккуратно намного. Напоминаю, что все, что вы сейчас видели, происходило на Ченингане. Уже смеркалось, поэтому, к сожалению, Лембанган мы посмотреть толком не смогли. На мопедах приехали на Dreamland Beach. Он же Dreamland Beach называется. По-моему, да. В общем, на мопедах приехали на Dreamland Beach. Если я ошибся, то сейчас появится правильное название этого пляжа. Говорят, что там можно купаться, но ночью мы отказались от этой затеи, потому что волны были до сих пор большие. И я так понимаю, что дно там также каменистое.
в хороших местах хочется задерживаться хотя бы на несколько дней. Эти острова — это реально крутое место. Здесь есть на что посмотреть и есть чем заняться. Было ровно полдня, и, к сожалению, мы практически ничего не успели. Но ни в коем случае не жалеем, что сюда попали, так что если вдруг вы решите сюда приехать, знайте, что у вас в запасе должно быть 2-3 дня. Но зато мы покатались на скутерах, это уже огромное удовольствие. Даже если просто без цели кататься по этим островам на скутерах, это огромный кайф. Из крутых локаций на Лимбангане могу вам смело советовать Devil's Tear. Это примерно то же самое, что и Spider Nest. Но там большие волны всегда. То есть, если на Чинингане и на других мысах Лимбангана большие волны бывают крайне редко, то на Devil's Tear большие волны всегда. Это нам сказали местные жители, как они сказали, сейчас вокруг всего острова один большой Devil's Tear. Так что, хоть мы и не увидели Devil's Tear, но мы испытали те же ощущения на других местах, нам повезло. Оглядываясь назад, могу смело сказать, что Нуса Пенида, Чининган и Лимбанган — это 3 лучших острова в Индонезии, не считая Коморских островов, потому что они также в топе. Бали, Ломбок, острова Гили, Траванган, Мэно и Эйр похуже. Я считаю, что главные жемчужины вы только что увидели.